Чаще всего холодные моря таят в себе много сюрпризов. Море было спокойным и тихим, день был солнечным, а ветер мягким. Команда рыбаков решила воспользоваться погодой, чтобы поохотиться на канадских крабов. Они вышли в море и курсировали среди айсбергов. Парни рассчитывали на приличный улов, но судьба им подготовила другой сюрприз. Они успели отплыть на 6 километров в открытое море, аккуратно пробираясь сквозь множество ледяных глыб холодного моря. В таких условиях моряки всегда должны быть внимательны к морскому окружению и малейшим изменениям погоды. Один из рыбаков занял смотровую вышку. В этот день ему выпала ответственная роль. Мужчина должен был наблюдать за любыми возможными опасностями. Все шло гладко, пока он не заметил айсберг прямо по курсу. Прямо на нем что-то находилось, только рыбаку не удавалось рассмотреть этот объект. Он позвал своих приятелей, но они тоже не смогли понять, что увидят на вершине льдины. Чаще всего холодные моря таят в себе много сюрпризов. Изучая их, можно наткнуться на ранее неизвестных существ. Рыбаки предположили, что это тюлень. Парни видели их раньше во время рыбалки. Но один из рыбаков не разделил их мнение и спустился за биноклем, пока его друзья оценивали обстановку за бортом, приближаясь к айсбергу. Рыбаки насторожились. Море начинало волноваться, а лодка постепенно раскачивалась. Они приблизились к льдине и осознали, что никогда прежде не видели такого существа. Оно совсем не походило на тюленя и стояло на 4 лапах. Этим существом оказалась арктическая лиса. Она хотела подобраться поближе к подплывающему судну. Мужчины подумали, что было бы неплохо спасти беззащитное животное, которое осталось на айсберге. Нужно было сделать это до наступления темноты. Но как же животное там оказалось? И как долго лиса плавает на льдине посреди моря? Эти мысли быстро пронеслись в головах мужчин. Один из рыбаков согласился с идеей друга. Лиса вышла на льдину в поисках наживы, но та, к несчастью, откололась. Поэтому животное оказалось в ловушке посреди пучины холодного моря. В любом случае у них не было времени на размышления, потому что на улице темнело. Парни пришли к единому мнению. Животное не выживет в таких условиях, поэтому нужно его спасать. Они решили расколоть айсберг своим судном. Рыбаки действовали аккуратно, чтобы не спугнуть лису. Они начали таранить льдину, чтобы закрыть варианты отступления для животного. С помощью рыбацкой сети они обездвижили испуганную лису. Она отчаянно пыталась вырваться, пока ее силы не иссякли. Они подняли животное на борт и сразу же накинули на нее сухое полотенце. Мужчины хотели промокнуть мокрую шерсть, чтобы согреть лису. Пользуясь своими знаниями морского дела, мужчины смогли развернуть лодку, не задевая острые края айсберга. Они все время следили за животным. Кто-то из парней соорудил лежанку из опилок в надежде на то, что они впитают влагу и животное не замерзнет. Она проспала 5 или 6 часов, а когда проснулась, мы накормили ее консервированными сосисками, сказал один из рыбаков. Вернувшись на сушу, парни отпустили животное в его естественную среду обитания. Они выбрали небольшую поляну возле морского порта, где пришвартовали свое судно. Издалека они смотрели, как животное быстро скрывается в дикой местности. Они чувствовали себя счастливыми из-за того, что помогли беззащитной лисе вернуться домой. Им не терпелось рассказать всем о своих приключениях и необычном улове. Дорогие друзья, большое спасибо за внимание, за просмотр. Ставьте лайки, пишите свои комментарии. До скорой встречи!